Друзья, всем привет! После небольшого перерыва продолжаю снимать обзоры на светодиодные лампы. И сегодня у нас лампа, на которую просили меня сделать обзор достаточно много раз. И наконец-то этот момент наступил. Это светодиодные лампы Philips. Сразу скажу, в чем их прикол. Прикол в том, что, ребят, раньше светодиодные лампы от брендов стоили там 8-10 тысяч от того же Philips. Я помню эти прекрасные времена пару лет назад. Сейчас комплект таких ламп стоит уже примерно так же, как комплект ламп с AliExpress. То есть порядка 3 с небольшим тысяч рублей стоит уже комплект именно ламп от Philips. И это уже интересно, потому что это не космические деньги, которые были раньше, а сейчас, ну, вполне, повторюсь, сравнимо с лампами с AliExpress. Поэтому вы меня просили сделать, наконец-то этот момент наступил. Давайте вкратце о лампах. У этих ламп, ребят, мощность 21 Вт, и это дает надежду на то, что эта лампа будет и нормально освещать дорогу, и не будет слепить встречных, потому что рефлектор все-таки не так идеально распределяет свет, как линза. Для линз, да, там 50-60 Вт лампы нормально, но для рефлектора, и я сам на Aveo на своей езжу с лампами на 20 с копейками Вт, там небольшой тоже мощности, они меня полностью устраивают. Поэтому вот здесь 21 Вт, и эти лампы уже интересны. Второй момент, ребят, чем понравились эти лампы, это отсутствием драйвера. Для многих установка драйвера, его надо, если ставить под крышку, там возникают некоторые проблемы. Здесь этот драйвер установили прямо внутри лампы, причем габариты этой лампы от этого больше не стали. Это меня также радует. И такой вот плоский шнур, он не шнур, а кабель, он тоже несколько облегчает установку, потому что, соответственно, он гораздо меньшую площадь имеет, если у вас сзади стоит какая-то крышка. Вот. Также при визуальном осмотре я увидел, что чипы здесь опять крайне маленькие, то есть маленькую площадь имеют, такую же, как площадь спирали, и это намекает на то, что светотеневая граница у ламп должна быть нормальная. Светотеневая граница – это, ребят, в принципе, основное, почему я вообще теперь оцениваю лампу. И вот эта маленькая площадь чипов мне тоже понравилась. Сейчас будем ставить эту лампу в различные фары, которые у меня есть, аж 4, и смотреть, насколько качественно она будет светить, и, соответственно, делать выводы. Сейчас вы на экране можете видеть заводской код этих ламп. Также указано, что сделано в Китае. Ну, я, собственно, и не сомневался. Еще из интересного на упаковке, в принципе, вот указание о том, что не использовать на дорогах общего пользования. Да, здесь есть об этом информация, и если вы будете, соответственно, эти лампы использовать и потом пытаться пройти техосмотр, вам придется их снимать, потом их опять ставить. Я все-таки призываю производителей начать сертифицировать лампы, потому что видно, что данные лампы – это, в общем-то, будущее как бы освещения. На галогенках вечно ездить нельзя. И знаю, что производители уже некоторые запускают данную процедуру сертификации, поэтому призываю и в России, чтобы тоже лампы были сертифицированы, и все больше и больше было таких ламп. Ну и со стандартными лампами, я думаю, что нет никакого смысла данные светодиодные лампы сравнивать, поэтому будем их сравнивать с плюсовыми галогенками и смотреть, насколько они ярче или не ярче светят. Предлагаю, собственно, этим сейчас и заняться, и сейчас я покажу, какие фары у меня есть для тестирования данных ламп. Итак, первая фара, которая есть, это у нас Solaris. Вот он, такой вот у нас Solaris будет, аж 4. Многие просили, кстати, фару от 4 использовать. Ну да, сегодня, наверное, как раз тот случай, когда мы проверим именно как в рефлекторной фаре вот с таким стеклом, с рифленом, будут светить светодиодные лампы. И, ребят, есть фара от Grante, тоже, естественно, H4, и на ней мы тоже сегодня посмотрим, какая будет светотеневая граница, какая освещенность, и, соответственно, сделаем выводы. Вот все вот эти 3 фары сейчас мы будем сюда ставить, светить будем вот туда и проверять светотеневую границу в сравнении с обычными, с галогеновыми лампами. Вот. Потом, наверное, в какой-то из этих фар я сделаю полный замер по всем точкам. Ну, во всех, наверное, делать смысла нет, слишком будет длинный ролик.
Сначала оценим визуально светотеневую границу, а потом уже оценим различия в освещенности. Предлагаю начать. Итак, ребят, фара от 4 уже на столе. В качестве сравнения будем использовать 150 Nightbreaker. Сейчас я его ставлю, выставляем фару, показываю, как светит, потом ставлю светодиодную Philips и делаем выводы по STG и по яркости. Начинаем. Прям при вас вскрываю упаковку. Давайте покажу вам сразу дальний свет, чтобы у вас было, опять же, понимание не только касаемо ближнего, но и касаемо дальнего. Ближний, 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 дальний. Ну, дальний свет, ребят, в принципе, прям хорош, он прям над ближним. Сейчас покажу вам ближний, вот, и покажу дальний. Он идеально над ближним, то есть дальний свет прям. Ну и ближний, собственно, здесь хорош. Так, итак, ребят, вот она лампа от Philips, я ее включил. Первое, что вижу, STG есть, STG хорошая, значит, вот этот маленький размер чипов, это действительно, ну, то, что надо. И для, кто меня спрашивал по поводу 4, что в нее можно ставить, вот эти, ребят, лампы туда точно подходят, потому что вы сзади меня видите достаточно качественную STG, которая прям четко видна, и, соответственно, она никого не будет слепить. Итак, второй момент, какой я вижу, STG стала чуть-чуть ниже, чем была на галогене. Вам, конечно, в любом случае надо будет после установки ламп ехать и их регулировать, потому что вы сами видите, вот пример за моей спиной, она действительно все равно немного меняется при установке другого типа ламп. Поэтому знайте, что если вы поставили светодиодные лампы, надо срочно ехать, потому что вы можете слепить встречных, и обязательно уделите время именно регулировке фар после установки LED-ламп. Также, ребят, что меня порадовало, естественно, она под крышку будет помещаться. Тут вообще никаких проблем нету для этой фары, потому что крышка здесь просто, вон, она огромная, и, соответственно, никаких проблем разместить эту лампу в этой фаре нету. Жрет 1,5 ампера, но в принципе это, вот я говорю, стандартные показания для рефлекторных таких ламп невысокой мощности, которые все-таки для встречных не выглядят как сварка. Кстати, по поводу как выглядит. Ну, вот так, в общем, она, ребят, выглядит. Но, в принципе, я езжу с таким светом, и мне это сильно больше нравится, чем желтый свет от галогена, как на мокрой дороге, так и уж тем более на сухой. Следующая фара у нас пойдет от Гранта, она более современная. Здесь уже STG формируется именно рефлектором, а не стеклом. И давайте поставим в нее галогенку, а потом и LED-лампу и сравним. Итак, включили мы лампу. Сейчас я немножко приберу диафрагму, и, собственно, мы сможем уже делать сравнительные выводы. Дальний ярче, но он и мощнее, потому что там на 5 Вт больше. Ближний, дальний. Так, показываю вам ближний и показываю дальний. На монтаже будет гораздо лучше видно, потому что там это будет все вперемешку. Ну, дальний здесь тоже отличный, потому что он не в сторону, он именно над ближним, то есть там, где он и должен быть. Так, сейчас, секунду. Вот ближний, вот дальний. Дальний чуть-чуть смещен влево, но не сильно, и это, в принципе, нормально. Также можно попробовать вращением лампы немножко сделать более правильную STG. Вот, мне кажется, она будет, да, она будет более правильная для этой фары. Но, ребят, смотрите, такой момент. Сейчас я покажу вам.
если приблизить, вы увидите, что она стала несколько ниже, чем галогенка, поэтому после, опять же, установки данной светодиодной лампы, а вот она здесь стоит, сейчас я вам покажу, немножко поярче сделаю. Вот она действительно стоит, это вот филипсовская лампа, кто еще не понял. После установки этой лампы, соответственно, обязательно надо будет проводить регулировку. Это мы видели и на фаре от 4, и это и на гранте у нас тоже видно. Вот. Но СТГ явно есть. Единственное, что здесь вот видна зона подсветки знаков. Вот сейчас я вам ее покажу. Вы ее, наверное, сами уже видите. Вот здесь. То есть вот она. Вот здесь вот сверху. Сейчас отойду, будет вам ее лучше видно. Она здесь есть. Радует, что эта зона, она не находится вот здесь, то есть это не встречные водители, это не те, кто едут, соответственно, вот на уровне, действительно, там, где находятся встречные водители, это гораздо выше, и радует, что эта зона будет уходить вверх, то есть, соответственно, чем дальше, тем она будет только выше, соответственно, не будет она слепить встречных там даже на фурах. Почему выше? Потому что вот он, уровень фары, соответственно, метр где-то, а здесь уже под 1,5 метра, соответственно, угол наклона достаточно большой. Но это видно, что спроектировано именно фарой, то есть это сама фара так сделана, чтобы вот эту иметь зону подсветки знаков. То есть какие-то, соответственно, области как раз в этой фаре. Так, сейчас, секунду, приберу яркость. Вот. Какие-то области за нее отвечает. Но это она еще немножко грязная, потому что я ее тут протирал. Вот. Ладно, в целом, какой вердикт? В целом, ребят, при небольшом довороте лампы, небольшом, буквально на несколько там миллиметров, СТГ стала тоже достаточно хорошей, и, соответственно, лампу использовать можно. По поводу ее помещается, не помещается, здесь вообще классная штука в плане резинки, поэтому, собственно, никаких проблем с установкой лампы, в принципе, возникнуть не может, потому что крышки нету, а фара герметизируется именно вот этой резинкой. Так, давайте, наверное, третий вариант, это Solaris, там была наиболее плохая ситуация по свету, потому что фары были наименее качественные, и многие люди как раз жалуются на Solaris, что фары плохие. Давайте поставим ее, посмотрим, соответственно, как будет там. И там, наверное, сделаем замеры в самой такой слабенькой фаре, чтобы понять самый тот минимум, какой могут дать эти лампы в плане прибавки света, если они могут его дать. Итак, ребят, вот у нас фара уже от Solaris. Здесь стоит тот же самый Nightbreaker. Блин, вам не видно? Да, наверное, вам не видно. Короче, торцевой колпачок в фаре стоит. Он там действительно, вот он виден. И сейчас мы сравним, как он светит. Здесь немножко ниже светотеневой границы свет, поэтому сейчас я буду, ребят, немножко регулировать. Так, сейчас. Смотрите, здесь корректор, соответственно, сейчас мы немного фару подымем прям под уровень, какой нам нужен. Так, буквально вот так. Вот. В принципе, максимально похоже на тот уровень, который нам нужен. И сейчас, соответственно, поставим туда светодиодную лампу и сделаем уже полноценные замеры, потому что на этой фаре мне все-таки хочется понять, сколько это в процентах и есть ли прибавка, и прям точную величину ее узнать. Поэтому, наверное, сейчас я пробегусь по этим точкам, сделаю замеры, потом, соответственно, пробегусь поставлю светодиодную лампу и тоже пробегусь люксметром и сделаю замеры и скажу результаты вам. 29,9, 49, 42, 114, 475, 215, 214, 89,70, 61, 1,5, 125, 109, 112,60, 61. И сейчас я покажу дальний свет, смотрите. Он смещен влево, но и на галогеновой лампе он тоже
тоже смещен, к сожалению, влево. Это я уже несколько раз проверял. Ну, да, конструкция фары здесь, мягко говоря, не фонтан, об этом многие уже говорили. Итак, после замеров, в принципе, я увидел то, что я видел глазами, и это подтвердилось. Больше чем в 3 раза в некоторых точках прибавка, она действительно на глаз видна. И что я могу сказать? Это круто. Это круто в том плане, что действительно лампы, помимо того, что дают правильную светотеневую границу на вот всех 3 фарах, которых я протестировал, они еще действительно приводят к значительному улучшению, точнее, освещения дороги по сравнению не со стандартными лампами, а с плюсовыми. Напомню, я тестировал все-таки с Nightbreaker, это топовая лампа, то есть относительно стандартной лампочки прирост был бы больше. Поэтому, что я могу сказать? Блин, ну это круто в том плане, что даже на убогих достаточно фарах от Solaris мы увидели вот такой прирост. Если брать вот верхние точки, то там в 2,5 раза улучшение освещения дороги будет, соответственно, по сравнению с топовой лампочкой. Поэтому круто. Понравилось, особенно, ребят, по вот этой цене в 3 с копейками тысяч, это, ну, я считаю, это действительно уже недорого. Это реально недорого, это несколько заправок автомобиля, а у некоторых это даже всего лишь 1 заправка, а на эти лампы все-таки действует гарантия, и, соответственно, вы видите дорогу каждый день с ними лучше. Вот. Мне понравилась их компактность, они все в 3 фары у меня, соответственно, влезли, ну, под 2 фары они влезли под крышки бы, там никаких проблем нет. А у одной фары у меня просто нет крышки на гранте, там просто резинка. Вот. То есть компактность ламп тоже на уровне, светотеневая граница на уровне, освещенность больше. Что еще надо? Гарантия от известного бренда. В принципе, поэтому, ребят, must have, кто думал приобретать, не приобретать, можете смело идти приобретать. И есть возможность немножко подрегулировать фару для того, чтобы получить максимально хороший результат. Но один очень важный момент, который вы тоже сегодня видели, это то, что после каждой установки лампы надо фару обязательно регулировать, поэтому потратьте там 300, 400, 500, 600 рублей, сколько у вас стоит регулировка в вашем регионе, и обязательно приведите фары в порядок, то есть отрегулируйте их после установки светодиодных ламп. Собственно, на этом все. Есть еще лампы Narva, я помню, тоже многие просили сделать тест. Если интересно, пишите в комментариях, я прислушаюсь к вашему мнению. Также пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих ламп. Тоже с удовольствием почитаю, комментарии давно не читал, и хочется опять немножко погрузиться в тему вот светодиодного освещения. Все, ребят, если было полезно, ставьте лайк, если было бесполезно, не узнали ничего нового, ничего страшного, ставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео. Thank you.